Друзья, вот такой вот видеорегистратор. Ну, название, конечно, Samyeo Dashcam U700. Да. Вообще это 2К видеорегистратор, и он у нас уже разобран. Мы его тестировали каким образом? Дело в том, что очень часто жалуются на видеорегистраторы даже не из-за качества записи, а из-за того, что в летний период они используют их на стеклах, да, ну, само собой, где его еще крепить, на стеклах, и при интенсивном солнечном свете, при интенсивных солнечных лучах он нагревается и отключается. Так вот, этот регистратор, он теплый, он у нас лежал где-то, ну, с неделю, да, по-моему, даже больше. Даже чуть больше, неделю на окне в студии, там где солнечная сторона, и снимал, просто тупо снимал, мы смотрели, работает он, не работает. Да, он действительно выдержал у нас неделю, я не могу просто больше его там держать годами, иначе просто-напросто он потеряет свою актуальность. Вообще он мне очень сильно напоминает видеорегистраторы May Dashcam, не знаю, кто помнит, да, такой May 70, то есть он 360 градусов поворотный, у него есть разъемчик вот для TF-карты, которую мы уже вставили, она идет в комплекте. Вообще комплект очень богатый. Вот эту вот камеру, здесь есть коротыш-зарядка, но я буду использовать, у меня есть просто-напросто зарядное устройство свое, там вместе со свободными руками, я буду его использовать. Была у нас карта, microSD карта, заменный вот такой вот 3М-овская пленочка подменная, если вы вдруг его решите переклеить. Плюс у нас камера заднего вида, и да, то есть это вот за эту цену, мы сейчас с вами посмотрим на AliExpress, вы получаете еще и камеру заднего вида. Камера заднего вида 720p. Передняя камера у нас либо 1080, либо 2К. То есть, ну, мы сейчас посмотрим, они там более точно написали. Интерфейсы управления на ней очень простые. Здесь есть кнопка включения-выключения, есть кнопка Wi-Fi. Все, больше ничего здесь нет. Подключается задняя камера через вот такой вот разъем микро 2.5, по-моему, не помню какой. Плюс у нее есть микрофоны для записи звука. Удобно, то есть эту вы размещаете сзади, достаточно длинный кабель, эту размещаете спереди. Мы заднюю клеить не будем, потому что этот дэшкам пойдет в другую мою машину. Дэшкам задний тоже поворотный, то есть вы спокойненько можете его там использовать. Но мы его тоже сейчас подключим. Также у нас был в комплекте кабель и питание, тоже очень длинный, то есть вы можете спокойненько его использовать, его хватит для прокладки, допустим, в уплотнителях вашего авто. Что мы сейчас делаем? Давайте посмотрим на AliExpress его, посмотрим цену. Перед тем, как мы с вами будем рассматривать, давайте здесь расположим, перед тем, как мы будем ее дальше рассматривать, предлагаю вам подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные обзоры. Ну а теперь поехали. Смотрите, он на Sony IMX307. Это нормальный сенсор для дэшкама, вот поверьте. Есть у нас приложение, мы его тоже покажем, хотя с приложением там целый цирк был. Мини-скрытая Full HD 1080p камера, хотя она больше идет. Так, с мониторингом 24 часа. Что тут еще? Давайте посмотрим описание, что они заявляют. Samyeo какой-то, Samyeo, я не знаю, как это читать. Samyeo U70, двойная запись, HD автомобильный регистратор данных. Сразу две камеры показывайте, слушайте, стоит она, чтобы вы понимали, ну, давайте выберем с вами с карточкой 16 гигабайт, как я заказывал. Так, и я заказал вот эту вот фронтальную 1400, задняя 1080. А что так? У меня оно по-другому работает. Ну, в общем-то, стоит она $69. А минимальная стоит 55, а максимальная стоит, вот это, по-моему, не знаю. Нет, я заказывал с двумя. Вот эта камера у меня $69. Это при доставке из Китая. Кстати, ссылочка на камеру лежит в описании под видео. Давайте дальше рассматривать. Описание. Двойная запись HD. Смотрите, процессор Novatec 966-72. Стоит у нас основной сенсор IMX 323. В одноместной, это в двойной записи, в одноместной стоит у нас, ну, одноместной, что они так назвали, в одиночке стоит IMX 370, 170 градусов, это очень хороший показатель, не 120, не 150, 170. Давайте дальше смотреть мобильное приложение. Вот мобильное приложение здесь указали вообще какой-то такой левак, мама родная. Здесь используется обыкновенный тинькам, ссылочка в описании под видео, пожалуйста, используйте. Так, 170 градусов, вроде бы ночной, 360 градусов. Ай-яй-яй, как здесь вообще все круто они показывают.
линзы, ага, апертура 1.8 и есть в ней суперконденсатор. Суперконденсатор нужен для 24-часового мониторинга, то есть это очень классная штука, потому что он выдерживает экстремальные температуры, то есть этим и обусловлено то, что он не перегревается, то есть он до 176 по Фаренгейту, это примерно, сколько это 160 по Фаренгейту? Это около 50 градусов спокойно он должен выдерживать, даже больше. Больше. У нас сейчас вообще 115 по Фаренгейту, это уже 42. Какие 42? Смотрите, если мы сейчас зададим здесь 176 градусов, это до 80 градусов. Да, то есть он выдержит прямые солнечные лучи. А у нас сейчас, кстати, знаете сколько? 46 градусов. Ни хрена себе. У нас тепло. Именно тепло. Ладно, возвращаемся. Но для того, чтобы работала у нас 24-часовой мониторинг, у нас либо должен быть включен USB постоянно, либо вы должны подключиться через Smart Hardwire. То есть, как они здесь заявляют, вообще-то Smart Hardware, то есть вы должны подключиться через штатное питание вашего автомобиля. Так, вот, видите, комплект называется Smart Hardware. Вот он, Samueo, его здесь в комплекте нет, его придется докупать отдельно. Ну и тут уже пошло изображение продукта и базовый комплект. Вот базовый комплект у нас в принципе и есть. Smart Hardware у нас нет. Он подключается через, грубо говоря, через предохранитель. Очень удобная штука. Ладно, ребят, здесь мы выключаемся. Так, смотрите, что мы сейчас делаем. Клеим его на окошечко. Давайте на окошечко приклеим. Вот эта триемовская пленка, это, конечно, говно решение. Хотя, вроде бы, это нормальный трием, по идее. Посмотрим, как он будет держаться. Давайте. Оп, видели, мы тут тоже тестировали еще один. Давайте, оп. И сейчас будем подключать его к нашему приложению. Вторую камеру забыли. Включаем вторую камеру. Пускай она просто лежит и будет у нас просто работать. Не знаю, куда-нибудь ее зацеплю. Она будет просто снимать меня. Привет. Привет, красавчик. Используем Timacam. Давай, снимай. Timacam. Просто набираем в Play Market, просто используем Timacam. Нажимаем Connect DVR. Для того, чтобы вам подключиться, вам нужно законнектиться к его Wi-Fi. Ну, во-первых, нам его надо подключить. Мы пока просто подключим, просто тестируем. Все, включили. Давай, заработал? Вроде бы да. Оп, завелся. Даже звук как у Xiaomi. Сейчас смотрим, появится он сейчас в перечне Wi-Fi. Должен. А ну-ка. Ага, вот. Смотрите, появляется он как DVR67DF, пароль 12345678, советую сразу поменять. Теперь законнектились к девайсу. Включим, наверное, запись экрана. Он подсоединился, он видит сейчас Аню. Аня, помаши подписчикам. Ля-ля. Давайте мы, наверное, с вами просто-напросто ссылочку на оригиналы записи обязательно разместим под видео. Вообще разных я наберу, немножечко покатаюсь и ночью покатаюсь. Для того, чтобы вы могли оценить вживую, какое качество оно выдает. То есть, как читаемые номера, как это все выглядит вживую. Смотрите, что у нас есть в самом приложении. Есть DVR-альбом, есть локальный альбом. Вы можете сделать фото. Вы можете, для того, чтобы сделать фото, вы должны остановить запись, вы должны сделать фото. То есть вы можете сделать фото, ой, у нас что-то перевернулся. Рассмотрим настройки. Смотрите, в настройках у нас есть, сразу говорю, смотрите, 1296p, это передняя камера, это фактически 2К обрезанный, такой широкоформатный. И 720p, это знаете, из-за чего широкоформатный? Из-за 170 градусов. Они делают просто, это, знаете, Full HD+. Это, я не знаю, как это назвать, это далеко не широкий формат. Вы можете поменять DVR-паспорт, вы можете выбрать фоторезолюцию, G-сенсор есть у него, нахрена его здесь. Record Loop, 1 минута выбирается, можно записывать аудио. Пока выключу, потом включу. WDR есть у нас автоматическая запись. Можно вставлять время и дату, которую вы можете, кстати, здесь синхронизировать вверху. Смотрите, засинхронизировали. Он установил туда время и дату телефона. Guard FPS. Вы можете просто-напросто на Guard, если у вас подключено на постоянной USB, вы на Guard можете каждую 1 секунду делать 1 кадр.
То есть либо отключить, оно будет при столкновении на G-сенсор срабатывать, либо просто каждую секунду, либо 3 кадра в секунду, либо 5 кадров в секунду он будет постоянно снимать. То есть он может быть просто-напросто, знаете, такое slow-mo получится. Это, кстати, классная тема, поэтому его можно даже на пауэрбэнке. Не знаю. Movie Park, блин, не знаю, насколько он нужен. То есть запись парковки, ладно. Формат SD-карты Factory Reset. Больше здесь ничего нет вообще. Слушайте, ну дальше я предлагаю поехать да покататься, посмотреть, как это в дороге. Конечно, вторая камера будет телипаться очень сильно, не обращайте внимания на нее. Это, ну, как бы я ничего с этим поделать не могу, я ее крепить реально не буду. Я попытаюсь сейчас куда-нибудь, конечно, тут приколупать. Да нет, не надо. Я ее попытаюсь, она, ну, это просто для того, чтобы вы понимали. Просто мне ее монтировать еще в другую машину, поэтому не хочу там 3М-пленку снимать. Слушайте, ну что ж, поехали кататься. Вообще тема DVR, она достаточно скользкая. Сколько пользователей, столько и мнений. И для меня вот иногда непонятно. Мне очень сильно нравится Xiaomi 1S. Вот я использовал долгое время, настолько классная штука. То есть нам главное сейчас понять, как он в движении, в достаточно быстром движении будет снимать, допустим, как он будет в быстром движении это все снимать, как он будет это все дело детектить. Вот мне интересно, как он номера автомобилей будет детектить. Слушайте, тут есть одно место, мы сейчас до него доедем, и там переход из светлого в темное, и потом сразу в светлое. Это такой подземный, такой, как он называется? Да, тоннель маленький, небольшой подземный, будет видно. Ну и, конечно же, ночную съемку вы тоже можете посмотреть в описании под видео. Хотя, я вам честно скажу, я бы рекомендовал, если выбирать между этим U700 и 70 Mai, то я бы выбирал бы 70 Mai. Вот хотите, тоже ссылочка на 70 Mai, на обзор и на сам по себе 70 Mai будет лежать в описании под видео. Он примерно в такую же цену, такой же дизайн, но работает он намного круче. В том плане, что там более расширенные настроечки, более расширенный интерфейс и более расширенный функционал. Поэтому вот я 70 Mai больше предпочитаю. Хотя меня этот регистратор просили снять. Просили, люди говорят, мы пользовались, вроде бы нормально. Ну, не знаю, насколько нормально или нет. Для меня было главное, чтобы он не гас, а у нас очень жарко. У нас сейчас лето только началось. И у нас июнь был очень дождливый. И сейчас он как влупит жара под 50. Вот мы сейчас стояли в тенечке, было 46. Вот сейчас на солнце мы едем, он 100% нагреется градусов до 60. И это будет для него достаточно критично. Слушайте, ну все, мы в принципе сейчас уже подъезжаем к тоннелю, проезжаем тоннель, будем потом резюмировать уже наше видео и в принципе заканчивать обзор. Больше в нем смотреть нечего. Это даже не тоннель, я бы сказал, это такой себе переход подземный, но очень классно выбивает контрастно в темный, потом в светлый и отлично работает. То есть видно, как переходы работают. Оп, темный и переход из темного в светлый. Ну, в общем, как-то так. Все, ребят, буду ездить, обещаю, вам накидаю туда огромное количество этих примеров. Очень удобно, что есть вторая камера. Я могу его рекомендовать, вот в плане, я-то видел, как он снимает. Я мог бы его рекомендовать, но я считаю, что есть варианты немножечко получше. Хотя меня он устраивает в плане того, что он не отключается от той жары, и мы тестировали его достаточно долго в этом плане. Поэтому в целом неплохой DVR-чик, хотя, я же говорю, есть варианты получше. Если нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока.